Всем привет! Добро пожаловать обратно в пекарню в наследство. Наша Зоя нам машет ручкой, передает «дай 5». На самом деле она хочет кушать, и она говорит мне о том, что «Хе-хей, покормите меня, женщина, я устала работать». Потому что она так и прокопалась в саду. С прошлой серии прошло, получается, часов 12. Я в итоге ее заставила чуть-чуть поспать и дальше работать, потому что в общем, она садик у нас, кстати, вот эта кошка начала кошка, как раз таки собака начала приносить какие-то подарки бесконечные. В общем, в саду она копалась какое-то неимоверное количество времени, неимоверно, и не закончила. Она не доделала, короче, все свои дела. Вот, и я решила прям вас так не через время подключать вас обратно, а прям сразу, потому что, мне кажется, когда в начале все самое интересное происходит. Вот, она хочет забрать эти подарочки, посмотреть, что там у нас происходит. Еще за счет того, что у нас есть деньги, я все-таки прикупила холодильничек красивенький, маленький, и, получается, духовочку. То есть нам же плита не нужна, мы же только печем, поэтому я решила, что почему бы нет. Хотя по правилам как бы нельзя, но я решила, что пока мы накопим эти деньги, у нас, в общем, мы состаримся, короче, все вместе. Ну, как не состаримся, но это будет не скоро, качество будет очень плохое, мы будем очень медленно это все накапливать. В общем, как-то такая сложная, длинная история. Зачем нам это все надо, если мы могли бы просто вот купить, и я больше ничего не буду делать. То есть, я напоминаю, у нас за счет того, что пекарня в наследство, то у нас есть вот такая вот страшная шикарная пекарня и страшный шикарный дом, в котором мы пока не можем входить, в пекарню можем, но мы должны достигнуть определенных вещей для того, чтобы мы смогли все это убрать и отремонтировать. То есть нам нужно разрешение, и нам нужно достижение каких-то определенных высот. Чтобы пекарню сделать, нам нужно дойти до 5 уровня выпечки и за счет продаж накопить 4000. Так что я предлагаю начинать. Нам надо, на самом деле, открыть пекарню, потому что уже практически 12. Она еще прокопалась этими всеми делами, делишечками. Открой магазин, пожалуйста. Потом откроешь свои подарки. Что там тебе А, и нам нужно приготовить. Она реально на велике поедет. У нее настолько большой участок, что она ездит по нему на велике. Так, давайте ее ускорим, потому что она очень долго будет этим заниматься. Она все хочет открыть эти подарки. Прям очень хочет, очень, очень, очень. Так, я думаю, мне повезет. Нет, я не хочу с тобой на Умикон, потому что на самом деле, во-первых, она хочет кушать, во-вторых, нужно пополнить запасы, потому что сейчас мы откроем, там, по-моему, много чего мы продали уже. В прошлое, да, видите, у нас 4 позиции всего осталось. То есть продажи шли очень хорошо. Мы целых 11 Да что ж такое-то? Не хочу я в твой клуб вступать. Мы целых 11 позиций продали, и мне кажется, это очень круто. Нам нужно срочно дальше. Срочно дальше, дальше, дальше. А что такое? Что у тебя? Я понимаю, конечно, у нас не очень как-то неприятная, плохая обстановка. Ну, как бы да. А что делать? А что делать? Такова жизнь у нас. Ты не можешь это? Поехать на велосипеде? Прекрасно. Давай все таки что-то будем печь. И нам, конечно, уже бы хорошо начинать прокачивать навык механики, чтобы можно было открыть, основную дверь. Так, а куда ты пошла? Ну, какая-то мне очень непослушная. Она куда-то сама ходит, что то делает. И опять с белкой. Что с белкой? Опять у меня заболела собака. У меня, кстати, тут бы куда она несется? Тыдык, 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 тыдык. Маленькая беленькая точка. Кто-то несется. Но мы купили лекарства, я надеюсь, они нам помогут. Так, это печеньки. А что у нас? У нас вывеска сломалась, получается, вот это, да? Да, серьезно. Обалдеть. Мы ей даже не пользовались, по сути. И она не была сломана в самом начале. Кошмар какой-то. Так, давайте быстро печь печенье, а то у нас вот уже товарищи пришли. Пока Зои готовила, во-первых, наша собака опять подралась с белкой, она ее опять укусила. В общем, понаблюдать надо. Видимо, он опять заразился. А,
Во-первых, потемнело, Зоя очень долго готовила, очень все это долго, зато у нас практически раскупили все сухарики. Это вот я 8 добавила, у нас уже сахарное печенье купили. Я еще добавлю сухарики раз, какие-то нет. Почему не отдельно, интересно? Странное это дело. Ну, в общем, она еще добавила, какая я многословная. Она наконец-то добилась еще одного, в общем, прокачала свою выпечку на второй уровень. Мы можем наконец-то немножко разнообразнее делать наш путь. Ну иди уже в туалет, ты же вроде бы сама себе уже назначила, что тебе нужно в туалет. На самом деле у нас дел не в проворот. Нам нужно и за садиком ухаживать, потому что он какой-то весь печальный. А зато у нас покупают все хорошо. Вы знаете, что я хот вот что ты мучаешься? Иди, пожалуйста. О чем я хотела с вами поговорить по поводу того, что видите, какое у нас количество, посетителей и как они быстро все выбирают. Чё-то мне есть такое впечатление, что это из-за нашей цены, что у нас типа распродажная цена, всего плюс 5%, и всё идёт хорошо и весело. Потому что обычно это, как бы, не мягко говоря, не так происходит. То есть, посетители долго хлопают, долго что то делают, выбирают. В общем, это вся какая-то такая история очень длинная и неприятная. Так, съешь, пожалуйста, мюсли. Вот. К чему я это велю? Я это веду к тому, что чем мы будем дальше продвигаться, прокачивать навыки, расширять, линейку наших, товаров, нашей выпечки представленной, вот сейчас уже будем расширять, я не буду повышать цену. Я хочу оставить на 5% и посмотреть, что будет. Вот честно, мне интересно. Может быть, за счет количества проданного мы как-то компенсируем повышенную цену, потому что когда у тебя 100% накрутки, это уже просто капец. Там никто ничего не покупает. В прошлый раз в пекарне максимум... Где Зои? Я ее жду, стою, а она где-то там залипает. Вот. У нас какой-то мальчик пришел. Мальчик пришел, а девочка не пришла. Где ты там потерялась? Где она? Скажите мне. Почему ты на велике не ездишь тогда, когда тебе нужно? Ну, точнее, мне нужно, а тебе не нужно. Ну, он хочет спать уже сильно. Но спать пока нельзя, если честно, признаться. Нам нужно еще все-таки в кустик пошел. Вот так вот мой кустик используют. Это мой кустик. Болит все. Нет? Почему? Почему ты в укрытии? Расскажи мне, пожалуйста. Может, они слишком плотно у меня засажены? Ничего не надо поливать? Она все полила все таки, да? Но у нас все в укрытии почему-то. Почему так происходит? Непонятно. Слушайте, ну раз у нас поливать ничего... вот чё она идёт сюда? Она типа, хочет сесть за столик. Слушайте, книжный шкаф была гениальная идея. У меня народ подольше задерживается, все таки покупает что-то. Серьезно, она шла туда посидеть. Она не могла сесть там сразу на этот холодильничек. Вот видите, много народу, они все время что-то покупают. У нас, кстати, уже не 3 стоит, а 6. То же самое, что мы вот сеем. Видите, было 3, 6. Сухарики. Сухарики подороже. Сахарное печенье 3. Блин, еще эта белка укусила его. Ну, в общем, мне кажется, в этом есть смысл. Ну, то есть, за счет объема продаж, я думаю, как-то это компенсирует то, что, ну, небольшую цену, по сути. Что ты не ешь? Что у меня так странный цвет распределился. Здесь как будто серое, здесь синий. Что ты не ешь? Сидит, грустит. Какая-то опухшая такая. Устал, котик мой. Гоп-гоп-гоп. Жует свои мюсли. Куда ты ставишь? Мгм. Единственный столик. И тот. О, она уверена в себе стала. Отлично, слушайте. А что это она так съела мюсли и такая, хе-хе, я теперь крутая. Какие-то волшебные мюсли, интересные. Так, у нас, давайте пока приготовим еще все-таки какую-то выпечку, чтобы у нас на завтра что-то осталось. Просто не так хорошо разбирает. Тем более, что у нас же сейчас что-то новое откроется. Так, смотрите, хлеб, козинаки, овсяное печенье. Рыбный пирог. Кстати, надо сходить словить что-нибудь. Морской окунь, форель, окунь или лосось. Ой, не факт, что мы что-то из этого словим. В общем, давайте она приготовит и будет тогда идти отдыхать, закрывать пекарню. Так, я ж тебя отжала, да? Да, я тебя отжала. Я вижу, что ты, Масечка, устала. Но когда у тебя начинающий бизнес, приходится
немножко переступать через свои нужды и раскручивать свой бизнес. Вот, 11 продали за 10 часов. Я считаю, это очень круто, на самом деле. Я, кстати, записываю все, что все, что она зарабатывает исключительно выпечкой, чтобы у нас все-таки сложилась сумма в 4000. Ну, там, конечно, до 4000 еще пилить и пилить, честно признаю. Так, давайте проверим собачонку. Где ты? Чтобы она у нас не заболела все-таки. Тоже где ты? Она здесь? Что она делает? Да, она здесь, в этой штуковине. Вот колбасится просто. Ну, значит, здоровая, в принципе. Если бы она была больная, то бы она уже там не колбасилась, могу так сказать. Слушайте, она все подарки носит и носит. Что это за собака вообще такая? Из туалетного кустика она нам какие-то подарки принесла. Я надеюсь, приятные подарки. Я не знаю, что оттуда можно достать. Ладно. Готов, дорогая, овсяное печенье. Да будем закрываться, и все-таки она ляжет спать, я думаю. Так, еще продажи. Вообще, мне так это нравится. Я так устала в прошлый раз, что у нас куча посетителей, и никто ничего не покупает. Итак, вы можете подумать, что Зоя так и не уходила с кухни. На самом деле прошла уже ночь, наступило утро, и Зои снова за работой, и у нас есть нововведение, вот такой вот заборчик. А все дело в том, что вчера Зоя готовила свои печеньки. О ком-то она думает. Интересно. Пусть пойдет поболтает. Симпатичный мужчина, молодой, ну, пусть идет общается. Так вот, вчера она готовила печеньки, и, как обычно, она что то куда-то пошла, куда-то она засмотрелась, я там не успела отменить ей действие. Все, он купил сухарик и теперь уйдет. И не будет болтать с ней, да? Нет, поболтать. В общем, она такая пошла куда-то, и взяли все посетители, растащили печенье. У нас осталось всего 5. То есть, представляете, 5 печений, они тут же их просто смели с этой тарелки. Это было так обидно. Мы же могли их продать. А они взяли все за бесплатно. Так, что такое? Ага, овсяное печенье. Вот, хорошо. Вообще, на самом деле, я хотела. У нас только что были все нормальные показатели. Нам нужно навык механики разрабатывать. Я специально вот эту штуковину купила. Насколько я помню, то она все-таки разрабатывает. Что ты хочешь? У тебя в загашнике где-то есть овсяное печенье? Я не поняла. Она же не из холодильника его будет брать. У неё нет, не должно быть. В общем, на этой штуке нужно развивать механику, чтобы, как минимум, чтобы открыть двери, чтобы она каждый раз не обходила, потому что если откроется парадная дверь, то как бы вот эта задняя дверь парадной двери, что у нас собачка грустит, вот, и можно открыть будет вот эту дверь, и она сможет быстренько проходить, потому что сейчас это какой-то километраж, она нарезает эти круги, это очень долго получается. Так, походу, наша собака все-таки заболела, блин. Она же больной выглядит. Где я потеряла собаку? Спасите, помогите. Да, он еле дышит. Что-то. Мне сердечки выпускает. Опять я укусила, блин, это белка. Что это за сумасшедшая собака у меня? Это просто какой-то кошмар. Оздоравливающая. Ну как его? Что с ним сделать? Просто. Или нужно специально как-то давать? Наверное, да? Вот, дать особо лакомство. Мне кажется, что она все-таки приболевшая у нас. Как-то себя странно ведет. Вот видите, искорки у нее появились. В прошлый раз было то же самое. Собачуля, ты что, заболел? Но если она так будет продолжать драться с белками, то как бы да, оно так и будет. Ну, сейчас она уже скульптуру закончит. Так, какой у нас там навык прокачивается, чтобы мы случайно. Да, механика, чтобы мы случайно другой навык просто не прокачали. Так, у нас пока 2 выпечка, 3 садоводства. Садоводство у нас очень быстро, конечно, прокачалось. И механика пока что 1. Вообще 1, а нужно 5. Ну, прям придется немножко попотеть. Попотеть. Так, что у нас здесь?
Давайте эту панель откроем. О, уже 4 продажи. Слушайте, вчера, получается, вот она допекла печенье, я закрыла где-то в 11 или в 12. Еще одна покупка, да? Сухарей 6. Отлично. Вот, где-то в 12 я закрыла. У нас было 15 продаж. То есть очень круто, я считаю, прям вообще крутяк. Вот. Чё там строгаешь? Давайте немножко ускорим. У нас дождик идет, да, опять? Ну да, как ей нужно работать на улице, так дождик начинает идти. Печальная печаль. Так, собацюля к нам пришла, видимо, проситься вылечиться. Ну, сейчас она уже заканчивает. Что-то она там строгает, но вроде должна сейчас закончить уже. Так, мадам, и чё бы ты застыла? Ты закончила пилить свои доски, что ты там что-то делала? Тебе же надо вообще-то собаку лечить. Вот уход, поэтому не что. А почему нету? Странно. А вот дать особое лакомство. Потому что непонятно, укусила белка ее, не укусила. Почему ты не даешь ей лакомство? Так, стоп. В чем проблема? Вот в чем проблема. В жаре проблема. Ну, собака вроде на самом деле очень даже здорово выглядит. Мне кажется, может, это капли просто с нее капает. На всякий случай дадим лакомство. В принципе, я его купила так с запасищем. Если что, придется еще раз в ветеринарку ездить, но это не сильно критично. Мы, женщины, богатые. Мы тут продали одну кровать и можем себя обеспечить на всю оставшуюся жизнь. Так, ну, в общем, пусть она съест лекарство на всякий случай, на всякий пожарный. С такой надеждой смотрит на нее. И что? И ничего. Так, пока они там разбираются, хочу посмотреть, что здесь происходит. У нас здесь торговля полным ходом идет. Так, ты хочешь кушать, но пока нет. Так, у нас 7 проданных, 43 прибыли. Знаете, что я еще подумала? Что она там, кстати, спилила нам? Настругала. Не достругала. Подставка для ножей, качество плохое. Отличная подставка для ножей. Цена 5. Это подставка для ножей? Серьезно? А как туда ножи ставить? Что это вообще такое? Я хотела попробовать, знаете что? Давайте выкинем эту подставку для ножей, потому что это позорняк какой-то. Нет, ее нельзя выкинуть, ее можно только продать. Я хотела что-нибудь достать, короче, искать мебель и декор, и попробовать потом отремонтировать его, потому что что-то как-то очень долго она прокачивает свои навыки вот на этом станке. Ну, может, вначале, конечно, все так плохо. Что у нас тут? Механика 1. Вот надо... Мне кажется, когда они что-то ремонтируют, оно как-то бодрее идет. Не знаю. Ты идешь, я, конечно, понимаю, что у тебя не очень настроение, потому что ты хочешь кушать, у вас дождик идет. Я это все прекрасно понимаю, но надо работать. Ты пока еще не можешь зайти внутрь. Мы, кстати, возможно, можем палатку потом перенести внутрь. Все-таки как-то повеселее будет, мне кажется. Ну или занести в этот, в тепличку нашу. Человек, который идет. Где он идет, скажите, пожалуйста. Мне прямо интересно. Тынь-тынь-тынь-тынь. Ушел куда-то. Так, ну что? Она опять какие-то подарки хочет от собаки. Наша собака кучу подарков. Деталь для робота, отлично. Нам деталь для робота вообще немножко не этот. Ну давай уже открой подарки, потому что мне уже самой интересно, что там находится. Мне кажется, там какие-то эти собачьи прибамбасы, ну, в смысле для животных. Ну, открывай. Сколько мы будем ждать? И что в итоге? А что ты расстроена? Она только что из мусорного контейнера. Давайте посмотрим, что она все-таки, может, она просто подарок. Она его не открыла. Открой, пожалуйста, мне уже самой интересно. Иди еще раз копайся. Не можем? Вот здесь. Надо все-таки выкидывать все в мусорный контейнер, чтобы у нас постоянно что-то было. Так, мячик просто. Так, хлещет дождь. А чё наша собака тут спит? Я не поняла. В чем прикол? На улице дождь. У нее есть своя этот яишенка, в которой можно спать. Она точно спит? Она у нас не умирает? Как-то очень стрёмно это выглядит, если честно. Вот. На неё пришли посмотреть. Видимо, ни одной мне показалась странным её позиция. Ладно. Так, наша дамочка роется в контейнере. И что она нарыла?
Вторичное сырье. Не помогло, если честно. Так, ну и всё, у нас уже все заблокировано. Как нам тогда повезло. А нет, еще можно. Как нам тогда повезло с кроватью, это просто это была это был шанс один из 100, наверное, где-то, что у нас что-то такое получится. Прям в первый день такую дорогую кровать за 8000. Я буду это всегда помнить теперь. И хочу то же самое, потому что я хочу в дом. Даже после того, как мы откроем входную дверь, можно потратить, ну, там как бы считается 1500 на разрешение, на обустройство, ну, короче, на уборку территории. Вот! Диван на двоих, диван на двоих. Давайте его вытащим, может, поремонтируем. В общем, печалька, потому что, диван был в хорошем состоянии, ничего с ним не нужно было делать, и он стоил всего 1100. В итоге мы не особо заработали. Кстати, эти деньги пошли сюда, получается. Я начала говорить о том, что так, ты пока, дорогая, иди покушай, а я расскажу, какие у меня планы. Если вам интересно, можете послушать. Собачка наконец-то проснулась и пошла на свое местечко. Или пошла делать кучку. Непонятно. Так, съешь закуску, пожалуйста. Съешь мюсли. Мюсли. Так, не, она все-таки побежала на свое место. А то она так там по-сиротски лежала, мне это немножко напрягало. Ага. На мячик. Все. Ну все хорошо, значит, все хорошо с собакой. Если собака играется, не прячется, то, значит, с ней все хорошо. А с тобой все хорошо? Чё ты стоишь? Я тебе уже давно сказала, иди, кушай. Стоит что то. Я в последнее время заметила, что они любят постоять, подумать. О чем они думают, чё у них происходит. Может, я какие-то настройки себе сбила, что они так стоят, втыкают долго. Ладно, пока она тут втыкает, и я все таки расскажу. По поводу внешнего ремонта. То есть у нас же нам нужно прокачать какой-то навык, плюс разрешение денежное должно быть. И, вот нужно открыть все таки основные двери, нужна механика 6 и 5000 симолеонов. Так, уже что купили. О, спасибо за $9. Симолеонов, точнее. Вначале, конечно же, открыть основную дверь, и мы вот как раз хотели как раз я пыталась прокачать и механику, но как-то это все медленно происходит. Вот после этого мы сможем внешний ремонт сделать. Здесь нужно садоводство 5 и 1500 симолеонов. Но так как у нас целых 3 помещения получается, ну, то есть основной дом, пекарня и теплица, и они, видите, все так немножко засраны, мягко говоря. Я, думаю, что будет справедливо, если мы на каждый из них, заплатим по 1500, то есть 4500, чтобы убрать вот это все, прибраться, вот эти все сухие кистики, кустики поубирать и все такое. В общем, мне кажется, это будет, ну, объективно. И потом уже начнем как-то дальше развиваться в этом плане, потому что пекарня, она развивается и развивается без нас. Потому что мы, в принципе, пока готовим, уже прокачиваем то, что нам нужно, выпечку, финансовая часть копится. Я все записываю. У нас пока 31 симолеон, потом 52, теперь у нас, сколько? 64 уже. То есть у нас уже практически 150 симолеонов мы заработали. Нам нужно 4. Мы в начале пути, но мы уже на этом пути. Вот. В общем, говорю, с пекарней все оно само по себе так продолжается. Здесь же нам нужно немножко напрягаться, чтобы все это прокачивать, дополнительные навыки. Вот она у нас щас примет душ и еще что то сделает. Потому что скульптура, подставка для ножей, это, конечно, оборжаться можно. Это кучка непонятно чего. Что это? Ну, как туда можно? Что такое? Она внимание хочет. Давайте отменим пока этот. Давайте внимание. Я знаю, что ты спать хочешь. Ну что поделать? Надо работать. Солнце уже зашло, но не поиграйся с ней, а то она хочет, похоже, ох, внимание. Я её прекрасно понимаю. Так, уход, поводок. Нет, я хотела поиграться на самом деле. Чтобы она с ней поигралась. Потом все таки сделала какую-то статую. Там еще дождь, блин. Но чем быстрее мы прокачаем механику, тем быстрее мы дойдем в дом. Вот. Что мы в этом заинтересованы. Хорошие такие. Да, за собачкой надо ухаживать. Нельзя просто завести и не обращать внимания. Собаки, они очень социальные, им очень нужно общение. Ты хорошая какая. Вот так вот.
Смешная собачка. Это, кстати, по-моему, бишон фризе, насколько я знаю, порода. Чё ты, кстати, все так и ходишь в этом комбезе и не переодеваешься? Мне интересно прям. Чё тебе с душем? Вообще не понравился душ? Отвратительный душ. Ну что ты скулишь, собачоночка? Так, у нас там продажи идут полным ходом. Мы уже 73 заработали. Класс. На самом деле, хорошо идем. В принципе, для старта это вообще, мне кажется, идеально. О, можно, кстати, починить вот эту штуку. Вот, точно. И я что-то забыла, что у нас есть. У нас тут еще унитаз будет много раз ломаться, потому что он у нас не самый лучший. Так что мы в течение пары дней, я думаю, прокачаем. До шестого, конечно, но докачаем. У нас выбора нету. Это у нас тут дожди зальют. По самой не балуйся скоро. Кто-то к нам идет. Нет, я не хочу. Леопард, нам некогда. Я работаю, я тут стругаю, стружу. А куда она пошла? Сквозь двери. А что она положила? Книжку положила. Пришла, положила книжку. Как это называется вообще? К нам какой-то мужчина пришел пообщаться. Что у него за мысли? Они за зонтиком спрятались мысли, я не вижу, о чем они разговаривают. Естественно, он ее жалеет. Вот ты такая под дождем тут стоишь, холодная, голодная, уставшая. Нам, кстати, уже надо было закрыть. Так, перестань трындеть, ты тут не работаешь. Если бы ты работала и трындела, то нормально. А так ты ничего не работаешь. То если ты будешь продолжать вот такие вот подставки делать для ножей, то ничего из тебя не получится. Надо стараться, надо работать, чтобы что-то получилось. Темно. Так, ну давай. Чуть-чуть осталось, продержись чуть-чуть. Наш навык хорошо зато прокачивается. Смотрите как. Мы еще чуть-чуть, мы второго уровня достигнем. Вообще будет. Вот 76-70. Отлично. Хорошо пошел. Хорошо пошел. Потому что очень хочется уже внутрь. Даже мне как-то обидно за нее, что она под дождем мокнет и мокнет. Давай мы тебя сильнее ускорим. Да, товарищ тебя немножко отвлек. Ну, зато ты стала увереннее в себе. Мне кажется, это как-то помогло. Ну что, у нас останется всего 4 уровня. Мы прошли 3 дистанции. Давай, поздравляй нас со вторым уровнем. Пора. Так, времени уже много. Я осталась спать совсем чуть-чуть, потому что я хотела ее пораньше разбудить, чтобы она в садике перебралась. Но чувствую нет. Давайте, наверное, отменим это действие. Пусть она потом идет, закрывает эту свою пекарню и ложится спать уже. А эти тут что-то восседают, молча. Слушайте, а у меня такое впечатление, что у нас все закончилось. Серьезно? Обалдеть! Представляете, у нас пустые холодильники. Ай, блин! У меня такого ни разу не было, вот честно. Я всегда так много наготавливала, что... Закрой магазин, это все такие стоят. О, слушайте, мы вроде что-то приличное. А почему вы так и не повысили? Серьезно, так и не повысили нам уровень? Механика так и остался один? Серьезно? Вы серьезно? Как это обидно. Вон там покупатели. У нас куча покупателей, и ничего нету в холодильнике. Обалдеть. Мне так, ну, честно, я так не доводила какими-то она зигзагами. Едет. Быстрее, скорее, закрывай. Разбегайтесь, народ, ничего сегодня не будет. Вот. Надо пораньше встать, чтобы все приготовить. А тут такое дело. Как так-то? Да иди уже быстрей. Я знаю, что ты уставшая, промокшая и все на свете. Закрывай. О, кошмар какой вообще. Это вообще, как это называется? Ну, что такое? Итого у нас за 18 часов у нас продано 11 предметов, все, что было, за 73 миллиона. Я считаю, это очень даже неплохо. Наша Зоя, конечно, уставшая, разбитая, потому что много чего произошло за сегодня. Она покопалась в мусорке, она пыталась разлить свою механику, но как-то не очень удачно. Зато у нас было много народу, у нас все раскупили. Вот у меня первый раз такое, чтобы все раскупили, все, что было в холодильниках.
Так что надо завтра начинать утро с того, чтобы наготовить всего, привести в порядок садик и все такое. В общем, дел не в проворот, не в проворот. Но я предлагаю на этой веселой ноте закончить. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Посмотрим, через сколько мы вернемся. Я думаю, что я немножечко самостоятельно здесь поиграю, чтобы все-таки на следующий раз мы смогли открыть наши парадные двери, потому что ты уже спать легла? Как ты легла спать? Она же вот стоит, она у меня спать легла. Обалдеть. Ладно, все, до следующей серии все-таки. Пока-пока.